Здравствуйте, меня зовут Елена, и вы смотрите это видео на моем канале, где я делюсь своим опытом в вязании. Сегодня в этом маленьком мастер-классе я хочу показать вам, как обвязать стельку, связанную поворотными рядами. Здесь на что я обращу внимание? Как без отрыва нити, то есть я связала полотно и, не обрывая нить, начала обвязку. Как начать обвязку без отрыва нити. Затем покажу нюансы обвязки прибавок при закруглениях, при небольших закруглениях стельки, а также при оформлении обвязки на прямых углах. И остановлюсь еще на присоединении, на закрытии ряда и оформлении, красивого оформления закрытия ряда последней петелькой. Буду рада, если досмотрите видео до конца, и оно будет вам полезным. Давайте начнем. И что еще? Да, здесь я использую трехниточный джут и крючок номер 4. Тот же самый материал и тот же самый инструмент, которым я вязала эту стельку. Давайте приступим. У меня есть готовая стелька, и чтобы ее обвязать без отрыва нити, делать обвязку круговую по стелечке, я делаю так. Вот у меня осталась последняя петля от связанного полотна. Я беру крючок, ввожу с лицевой части под перемычку, ближайшую перемычку. Беру петельку, захватываю ее крючком и вытягиваю ее на лицевую сторону. Провязываю воздушную петлю подъема. И дальше буду продолжать обвязку. Обвязывать буду столбиками без накида. Здесь очень хорошо поворотными рядами стелька связана, и здесь очень хорошо подразумевать, куда я буду вставлять крючок, чтобы провязать столбик без накида. Воздушную петлю подъема я сделала, и теперь сюда же я сделаю столбик без накида, провяжу. И дальше буду провязывать в каждый ряд, вот он как раз хорошо видны, вот эти вот ряды, в каждый ряд за перемычки, которыми заканчивается этот ряд, буду провязывать столбики без накида. Следующий ряд у меня вот это вот перемычка. Я ввожу сюда крючок и провязываю столбик без накида. Для того, чтобы у меня на скатах, закруглениях, углах был аккуратненький такой вот без разрыва окат обвязки, я провязываю в этом случае вот здесь, потому что здесь пологий получается скос, провязываю 2 столбика без накида в одну перемычку. Дальше следующий столбик, следующий ряд, вот у меня как раз эта граница видна. Сюда ввожу крючок, опять же, за перемычки. Вытягиваю петельку, провязываю столбик без накида. Следующий ряд у меня вот. Опять же, ввожу крючок за перемычки, провязываю столбик без накида. И продолжаю так по всей длине стельки обвязку. Встретимся с вами на углу. Я покажу, сколько прибавок я делаю здесь для оката. Дошла до угла пяточного. Здесь у меня была воздушная цепочка набора. Я ввожу крючок в крайнюю петлю и провязываю сюда 3 столбика без накида в одну перемычку, для того, чтобы красиво был обозначен вот этот вот прямоугольный угол. И продолжаю дальше также за перемычки до следующего угла, в котором также
провяжу 3 столбика без накида в одну перемычку. И провязываю еще 2 в дополнение к одному, который уже связала. Тут достаточно плотно получается, поэтому приходится прилагать усилия. И продолжаю дальше ряд по краю стельки столбиками без накида за крайние перемычки. Вот такой вот получился. Пока немножко деформированный, потому что тут я буду продолжать обвязку. Сторона подтянется и будет четко обозначены пяточные углы. Я подошла к закруглению носочной части. В моем варианте здесь последний ряд провязан столбиками с одним накидом. Столбик с одним накидом по размеру примерно подразумевает 2 столбика без накида. Здесь вот у меня последний ряд столбиков без накида. Я еще провязываю в эту рядом лежащую перемычку. И теперь, так как я подразумеваю по размеру, что здесь у меня 2 столбика без накида, поэтому здесь до закругления я провяжу 2 столбика без накида за перемычки крайние, опять же, которые у меня здесь есть в вязании. Провязала. Теперь мне нужно сделать закругление. Тоже квадратный угол, прямоугольный, вернее, угол у меня здесь получается. Поэтому вот сюда 2 столбика я провязала. И в эту же перемычку, куда я провязала последний столбик, я провяжу еще один. Здесь сделаю закругление немножко сглаженным. И далее продолжаю за каждую перемычку шляпки ниже лежащих столбиков. То есть ввожу крючок за обе перемычки. Тут, в принципе, надо смотреть по виду модели, по видам столбиков, которыми вязали, и уже исходить из этого. Ну вот у меня последний ряд связан столбиками с одним накидом. В вашем варианте или в каком-то другом это могут быть столбики без накида или полустолбики. Значение, собственно говоря, как бы не очень это имеет. Вот я подошла к концу, провязываю еще один в перемычку той петли, которую я вытягивала на лицевую, то есть последней петли в своем вязании полотна. И теперь мне нужно будет соединить ряд с началом, конец ряда с началом. Я обрезаю нить, вытягиваю ее. Вот у меня последняя петелька, из которой остаток, кусочек ниточки. И вот у меня первая петля, петля подъема и первая петля, которая у меня была получилась при провязывании столбика без накида. Я ввожу крючок с изнаночной стороны за обе перемычки. Вот они у меня, вот эти вот перемычки, достаточно плотные. С изнаночной стороны ввожу, захватываю нить, вытягиваю на изнаночную сторону. И теперь мне нужно хвостик вернуть в то место, откуда он у меня вышел. То есть я с изнаночной стороны, опять же, за обе перемычки ввожу в серединку косички крючок, захватываю нить и увожу ее на изнаночную сторону. Ряд соединился, здесь все выровнялось. Ниточку закрепляю обычным способом.
за любые перемычки на изнаночной стороне. Я предполагаю эту стельку приклеивать на микропористую резину, поэтому особых каких-то закреплений здесь в принципе не нужно, потому что нитка приклеится вместе со стелькой. Ну вот так проведу и обрежу кусок нити. Все, теперь стелька готова к отпариванию. Если вы предполагаете не слишком острый делать носик, допустим, да, где-то, то количество столбиков без накида мы здесь уменьшаем. Вот такая обвязка у стельки получилась. Думаю, видео было вам полезно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я очень рада, что вы досмотрели до конца. И до новых встреч в новых видео.